Жизнь. Дарованное каждому из нас от рождения и самое необъяснимое явление во всей Вселенной. Счастливая случайность или осознанный замысел. Человечество бьется над ее происхождением до сих пор, и чтобы приблизиться к разгадке, придется вернуться в самое начало. Сегодня мы перенесемся на 4,5 миллиарда лет назад, в эпоху, когда Земли еще не существовало, и своими глазами увидим рождение нашей планеты из облака пыли в шар жидкого огня, и даже столкновение с целой планетой, первую жизнь, вспыхнувшую в кипящем океане, и гигантов, каких Земля больше никогда не увидит. Целые миры существ, исчезнувшие без следа, и континенты, что рождались и уходили под воду. И все это, чтобы сегодня мы с вами могли оглянуться и осознать всю ее глубину. Сегодня вы узнаете, кем на самом деле была Ева, как живые существа случайно чуть не заморозили планету, что стало самым массовым вымиранием в истории Земли, как выглядели крупнейшие гиганты нашей планеты, откуда на самом деле взялась нефть и уголь, и почему воробей за вашим окном – это уцелевший динозавр. Подробная история нашей планеты за 30 минут. Присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. 4,5 миллиарда лет назад здесь не было ничего. Ни земли, ни почвы под ногами, ни даже камня. Только что зажглось солнце, а вокруг него осталось крутиться то, из чего оно само родилось. Гигантский диск газа и пыли. Холодный, темный, бесконечный. И из этой пыли начала собираться планета. Представьте, что катаете снежный ком. Сначала к нему липнут пылинки, просто потому что трутся друг от друга, как носки прилипают к свитеру. Пылинки слипаются в камешки, камешки — в глыбы. А когда глыба становится достаточно тяжелой, она начинает притягивать соседей уже собственной гравитацией. Дальше — лавина. Чем больше камень, тем сильнее тянет, тем быстрее растет. Так, сталкиваясь и слипаясь, за каких-то 20-30 миллионов лет из облака пыли собрался шар размером с планету. Наш шар. Вот только на Землю, которую вы знаете, он не был похож совсем. Молодая Земля горела сразу с двух сторон. Снаружи на нее непрерывно падали астероиды, и каждый удар превращался в жар, а внутри работала собственная печь. Радиоактивные элементы распадались в каждом камне, как миллионы крошечных реакторов. Земля не просто нагрелась, она расплавилась целиком. От поверхности до глубины в 1000 километров. Океан жидкой раскаленной породы. Не море воды, море расплавленной скалы. И вот тут случилось то, что определило все. В этой огненной жиже тяжелое железо начало медленно тонуть к центру, как капли ртути сквозь воду, а легкий камень всплывал. Планета разделилась на слои. Железное ядро в самом сердце, каменная мантия вокруг. И это железное сердце подарило нам жизнь. Вращаясь, оно включило магнитное поле, невидимый щит, что отражает солнечный ветер и не дает сорвать с Земли воздух. Без него поверхность была бы мертва. А потом настал самый страшный день в истории планеты. Из глубин космоса к молодой Земле приближалось тело размером с Марс. Ученые зовут его Теей. Удар был чудовищным. В космос выплеснулось огромное количество раскаленного вещества, обломки обеих планет. Они остались на орбите и за несколько тысяч лет слепились в шар. Так родилась Луна, наш ночной спутник, сколоченный из осколков двух миров. А сама Тея, она никуда не делась. Глубоко в недрах Земли, под Африкой и Тихим океаном, лежат два гигантских сгустка чужого вещества, каждый вдвое больше Луны. Похоже, это ее останки, так и не растворившиеся за 4,5 миллиарда лет. Часть другой планеты до сих пор внутри нашей. Но откуда на раскаленном шаре взялась вода? Астероиды приносили лед и мокрые камни, минералы, в которые вода вшита прямо в кристалл, как влага в глиняный горшок. Когда такой камень падал на горячую землю, вода высвобождалась из него, как пар из влажной губки на раскаленной сковороде. И планета остывала. Пар поднимался, конденсировался и проливался дождем. Миллионы лет подряд. Так появился первый океан.
Только из космоса эта молодая планета выглядела бы не голубой жемчужиной, а тусклой буро-оранжевой точкой, затянутой плотными облаками пара и углекислого газа. Если бы вы встали на поверхность той Земли, вы бы не узнали ничего. Над головой — Луна. Огромная, втрое ближе, чем сейчас, она занимала полнеба. Она висела так близко, что Солнце и ее притяжение разгоняли чудовищные приливы, а сутки длились всего 10 часов. Земля крутилась вдвое быстрее. День и ночь проносились как в ускоренной съемке. Под ногами ни травинки, ни горы. Только черные базальтовые равнины до горизонта. Тектонические плиты еще не научились вздыбливать хребты. Голый, гладкий, дымящийся мир. Враждебный, черный, ревущий. И именно здесь зародится все. Попробуйте вдохнуть архейский воздух и потеряете сознание за секунды. Кислорода в нем 0. Вместо него плотная смесь углекислого газа, водяного пара и серы. А Солнце тогда светило на четверть слабее нынешнего. Планета остывала, пар сгущался в воду, вода собиралась в первый океан. Но искупаться в нем вы бы не захотели. Горячий почти до кипения, кислый, насыщенный солью и металлами. Скорее гигантский гейзер, чем море. А если бы вы огляделись вокруг, не узнали бы ни одной краски. Небо было не голубым, а грязно-оранжевым, затянутым метановой дымкой. Такой же, какая сегодня окутывает Титан, спутник Сатурна. А океан был зеленым. В воде растворилось столько железа, что она отливала зеленью. Оранжевое небо над зеленым морем. Вот как на самом деле выглядела наша планета большую часть своей истории. Именно эта ядовитая, кипящая, беспросветная среда стала колыбелью жизни. Не теплая лагуна под ласковым солнцем, а кислотный котел у вулканических жарл. Но как именно неживая химия стала живой? Это, возможно, главная загадка науки, и окончательного ответа у нее пока нет. Самая убедительная версия указывает на дно океана, на горячие минеральные источники, бьющие из трещин коры. В их кипящих струях, богатых серой металлами, простые вещества соединялись во все более сложные. И в какой-то момент одна молекула сделала то, чего не делал никто до нее — создала копию самой себя. А есть и дерзкая мысль. Что если первые кирпичики жизни прилетели из космоса, на кометах и метеоритах? Спор не закрыт. Но факт остается фактом. Однажды химия ожила и уже не остановилась. Первые живые существа были крошечными и невзрачными. Ни глаз, ни рта, ни движения. Просто микробы. Кислорода нет, дышать нечем, поэтому энергию они добывали из химических реакций с серой и железом. Плавать они не умели, им нужна была опора, поэтому вся жизнь планеты была тонкой слизистой пленкой на дне у берега, не толще миллиметра. Невзрачно? Возможно, но это были самые упорные существа в истории. Они выжили там, где не выжило бы ничто из живущего сегодня. И все же первая жизнь оставила нам памятники. Их называют строматолиты – каменные колонны, которые слой за слоем выращивали микробные пленки. Высадись вы на архейскую землю, это было бы единственное, что вы заметили бы глазом – каменные башни на краю кислого моря. А теперь невероятное. Эти существа дожили до наших дней. В заливе Шарк-Бэй в Австралии строматолиты растут прямо сейчас, точно так же, как 3,5 миллиарда лет назад. Глядя на них, вы смотрите на живую открытку из самого начала жизни. Около 3,5 миллиардов лет назад появились существа, которым суждено было перевернуть планету. Цианобактерии. На вид ничтожные. Но они освоили принципиально новый трюк — фотосинтез. Они брали солнечный свет, воду и углекислый газ и выдыхали кислород. Для них кислород был просто отходом, мусором. Они и не подозревали, что этим мусором отравят весь мир и устроят первую в истории планеты катастрофу. На это уйдет миллиард лет. Но обратного пути уже не будет. Кислород, которым вы дышите, без которого не проживете и пары минут, для древней жизни был смертельным ядом. Анаэробные микробы, построившие жизнь с нуля, не выносили кислорода. А цианобактерии выдыхали его все больше. Миллион лет за миллионом яд копился в воде и в воздухе. Медленная, невидимая, неотвратимая отрава. Но прежде чем кислород добрался до неба,
ему пришлось разобраться с океаном. И этот эпизод вы носите с собой каждый день, даже не подозревая. В древнем океане было растворено огромное количество железа, а кислород жадно реагирует с железом. Получается ржавчина. И вот по всему океану железо начало ржаветь и оседать на дно. Слой за слоем миллионы лет формировались гигантские залежи, полощатые красно-черные пласты. Теперь главное. Почти все железо, которое человечество добывает сегодня, из этих самых пластов. Сталь ваших машин, мостов, небоскребов, нож на вашей кухне – все это родом из той ржавчины. Металл нашей цивилизации буквально выдохнули микробы 2,5 миллиарда лет назад. Только когда океан проржавел до конца, кислород наконец прорвался в небо. И тогда случилось то, что заслуживает называться первым великим вымиранием. Почти вся анаэробная жизнь, миллиард лет эволюции, бесчисленное разнообразие погибло, отравленное кислородом. Это была самая массовая гибель в истории до того момента. У этого вымирания нет громкого имени и эффектных картинок. Почему? Потому что у жертв не было ни костей, ни панцирей. Они исчезли, не оставив окаменелостей. Целый мир стерт начисто, а мы почти ничего о нем не знаем. И это еще не все. Дальше. Один из самых поразительных поворотов в истории Земли. Помните парниковое одеяло, что грело планету? Главным в нем был метан. А кислород метан разрушает. Цианобактерии выдыхали кислород. Кислород уничтожал метан. И парниковое одеяло истончалось. Температура рухнула. Планета начала замерзать и не остановилась. Лед пополз от полюсов к экватору и сковал почти весь шар. Это Гуронское оледенение. Оно длилось около 300 миллионов лет. Но жизнь не погасла. Подо льдом у вулканических жерл выжившие держались. А когда вулканы за сотни миллионов лет снова накачали в воздух углекислый газ, планета оттаяла. И мир, что вышел из этой катастрофы, был уже другим. В нем был кислород. И этот яд скоро станет топливом для самой дерзкой авантюры жизни. Большого, сложного, дышащего организма. Но до этого оставался еще почти миллиард лет. Самый странный миллиард в истории Земли. Около 2 миллиардов лет назад произошло то, без чего не было бы ни вас, ни меня, ни единого животного на планете. И свидетелей не осталось, потому что все случилось внутри одной клетки. Одна бактерия поглотила другую. Дело обычное. Но в этот раз добыча не переварилась. Она осталась жить внутри. И оказалась полезной. Стала вырабатывать энергию для хозяина. А хозяин кормил и защищал ее. Помните крошечную электростанцию в каждой вашей клетке, с которой мы начали? Вот она. Это митохондрия, потомок той самой проглоченной бактерии. У нее до сих пор своя собственная ДНК. Прямо сейчас в каждой вашей клетке работают сотни таких станций. Наследие сделки, заключенной 2 миллиарда лет назад. Этот союз открыл дорогу ко всему сложному – к грибам, растениям, животным, к вам. Следующая революция звучит обыденно. Жизнь изобрела половое размножение. До этого каждый просто копировал себя. Изменения накапливались медленно, поодиночке. А половое размножение перемешивает признаки двух родителей, и полезные новшества начинают комбинироваться. Эволюция, которая ползла, вдруг побежала. Без этого изобретения мир до сих пор был бы царством одинаковых микробов. А потом планету снова сковало льдом. Да так, как никогда прежде. Около 700 миллионов лет назад наступил криогений. 2 глобальных оледенения подряд. Лед снова дошел до экватора. У экватора было так же холодно, как сегодня в центре Антарктиды. Ученые так и зовут это «Земля-снежок». Жизнь снова оказалась на самом краю. И снова выстояла. А когда вулканы растопили лед, освобожденная планета буквально взорвалась жизнью. После снежка случилось то, чего не было за все предыдущие 3 миллиарда лет. Жизнь стала большой. Появились первые крупные многоклеточные, эдиакарская биота. Странные, мягкие, плоские создания размером с ладонь и больше, без рта, без мышц, без панциря. Они мирно впитывали питательные вещества прямо из воды.
хищников еще не было, и жизнь была безмятежной. Это были первые существа, которых вы смогли бы увидеть простым глазом. Тихий рассвет перед самым громким событием в истории жизни. 540 миллионов лет назад случился, возможно, самый громкий момент в истории жизни – Кембрийский взрыв. За какие-то 10-20 миллионов лет по геологическим меркам мгновения появилось почти все. Почти все основные чертежи строения животных, что существуют сегодня, родились тогда. Панцири, конечности, первые настоящие глаза. Что подожгло этот взрыв? Один из ответов – появление хищников. Возникло зрение, возникла охота, и началась гонка вооружений. У жертв отрастали шипы и брони, у хищников – челюсти и зоркие глаза. Жизнь впервые стала опасной, и именно опасность погнала эволюцию вперед с бешеной скоростью. Главным хищником этого моря был аномалокарис – существо размером с предплечье, с двумя усаженными шипами руками у рта и огромными фасеточными глазами. Долго считалось, что он дробил панцири трилобитов, но недавно выяснилось, его оружие было для другого. Он хватал мягкую беззащитную добычу прямо в толще воды. Первый в истории суперхищник. Среди кишащего Кембрийского моря плавало невзрачное существо размером с мизинец – пикайя. Ни челюстей, ни плавников. Просто гибкое тельце с упругой струной вдоль спины. Эта струна – предок позвоночника. И способ, которым пикайя плавала, изгибаясь всем телом, оказался так хорош, что дожил до наших дней. Когда вы плывете в бассейне, вы повторяете движение существа, жившего 500 миллиарда лет назад. Это мелочь с упругой спинкой, один из ваших прямых предков. А пока позвоночные были крошечными и беззащитными, морями правили совсем другие хозяева – ракоскорпионы. Эвриптериды – гигантские хищные членистоногие, дальняя родня современных скорпионов и мечехвостов. Крупнейший из них достигал 2,5 метров, больше человека. Мощные клешни, бронированное тело, быстрые грибные ноги. 500 миллиарда лет назад это были самые опасные охотники планеты. И, возможно, именно они подтолкнули наших предков к решающему шагу. Когда в воде тебя поджидает 2-метровый хищник с клешнями, мелкое заболоченное мелководье у берега начинает казаться не таким уж плохим убежищем. Иногда эволюцию двигает не амбиция, а страх. Пока в море кипела жизнь, суша оставалась мертвой. Голый камень, обдуваемый ветром, без единой травинки. Завоевание началось тихо, около 470 миллионов лет назад. Первыми выбрались водоросли и микробы в теплые влажные места у воды. Они умирали, разлагались и оставляли тонкий слой органики, первую почву, на которой могли расти следующие. Потом пришли лишайники, союз гриба и водоросли, способный жить прямо на голом камне. Миллиметр за миллиметром жизнь окрашивала мертвую сушу в зеленый. В теплых заболоченных лесах Девона вода гнила и теряла кислород. Дышать в ней было нечем, и некоторые рыбы начали глотать воздух с поверхности. Так появились примитивные легкие. А еще сквозь густые заросли было не проплыть на тонких плавниках. Нужны были мощные, мясистые. Плавники крепли, обрастали костями, становились почти как лапы. Когда болото пересыхало, такая рыба могла переползти в соседнее. Не потому что хотела на сушу, потому что иначе — смерть. 375 миллионов лет назад жило существо по имени Тиктаалик. Чешуя и жабры, как у рыбы. Но плоская голова, как у крокодила. Шея, которой у рыб не бывает. И мощные плавники с костями внутри, чтобы подпирать тело. Размером он был под 3 метра. И вопреки картинкам из учебников, на сушу толком не выходил. Почти всю жизнь проводил на мелководье, опираясь на плавники, лишь изредка высовываясь из воды. И вот что в нем поразительно. Ученые предсказали такое существо заранее, по теории эволюции. Они рассчитали, в породах какого возраста и где его искать. Поехали в канадскую Арктику и нашли. Именно там, где предсказали. Так теория эволюции прошла самый честный экзамен науки. Предсказание, которое сбылось. 300 миллионов лет назад планету покрыли исполинские леса. Деревья высотой с 12-этажный дом.
И с ними связана одна из лучших загадок геологии. Тогда образовалось аномально много угля, больше, чем когда-либо. Почему именно тогда? Долго был красивый ответ. Деревья изобрели лигнин, прочную древесину, которую никто не умел разлагать. Стволы падали и не гнили миллионы лет, копясь в залежи. Но недавно эту версию пошатнули. Похоже, дело еще и в том, что Пангея покрылась бескрайними болотами, где мертвый лес тонул быстрее, чем успевал сгнить. Спор не закрыт. Зато ясно одно. Уголь — это солнечный свет, пойманный деревьями 300 миллионов лет назад. Сжигая его, мы жжем древнее солнце. Посмотрите на стрекозу у пруда. Изящная, безобидная. А теперь представьте ее предка с размахом крыльев в 70 сантиметров, размером с ворону. Это Меганеура, властелин карбонового неба. А по земле ползала многоножка Артроплеура, длиной почти 3 метра. Ее голову, кстати, ученые впервые увидели лишь в 2024 году. 100 лет в учебниках писали: гиганты выросли потому, что кислорода тогда было целых 35%. Но в 2026 году новое исследование это опровергло. Оказалось, кислород был ни при чем. Почему насекомые были такими огромными? Снова загадка. Первые сухопутные позвоночные, земноводные, вырвались из воды лишь наполовину. Их икру по-прежнему нужно было метать в воду, иначе она высыхала. Они оставались привязаны к берегу невидимой цепью. А потом эволюция изобрела гениальную вещь – яйцо со скорлупой. Внутри него зародыш плавал в собственном крошечном пруду, защищенный от высыхания. Теперь размножаться можно было где угодно, хоть посреди пустыни. Это и разорвало цепь. Существа, отложившие первое такое яйцо, дали начало рептилиям, динозаврам, птицам и нам. Вы появились на свет благодаря изобретению, которому 300 миллионов лет. И вот поворот, который редко показывают. До динозавров сушей правили вовсе не они. Правили наши предки. В пермском периоде землей владели синапсиды, звероящеры. Самый известный – Диметродон с огромным парусом на спине, которым он, похоже, ловил утреннее солнце, чтобы быстрее согреться. И вот что важно – Диметродон не динозавр. Он жил задолго до них и приходится дальней роднёй не ящерицам, а нам, млекопитающим. Целых 50 миллионов лет наши предки-звероящеры были хозяевами суши. А потом случилась катастрофа, которая едва не оборвала эту линию навсегда. 252 миллиона лет назад жизнь подошла к самому краю гибели за всю свою историю. Это великое пермское вымирание, самое массовое убийство, что знала планета. Исчезло до 96% всех морских видов, почти все живое в океане. И уложилось это в каких-то 60 тысяч лет, по геологическим меркам удар молнии. Виновник – гигантские вулканические извержения в Сибири. Они выбросили столько углекислого газа, что планету сварило. Потепление, кислотные дожди, океаны без кислорода. После катастрофы жизнь отстраивалась заново. И на освободившейся сцене появились новые герои. Архозавры – предки крокодилов, птиц и динозавров. Первые динозавры были скромными, небольшими, юркими, ничем не примечательными. Им предстояла долгая борьба за место под солнцем. Но к концу Триаса они начали расти и уже не остановились. Вся суша тогда была единым материком – Пангеей, а потом она начала раскалываться. И каждый отколовшийся кусок стал отдельной лабораторией эволюции. Вернемся к обещанию изначала. Воробей за вашим окном – это динозавр. И я не образно. Найдено десятки видов динозавров с перьями. Птицы – не потомки динозавров. Они буквально и есть динозавры. Одна из их ветвей. Та самая, что пережила конец света. А первой ласточкой, буквально, был Археоптерикс, живший 150 миллионов лет назад. Наполовину динозавр, наполовину птица. Зубастая пасть, когти на крыльях и при этом настоящие перья. Именно от таких существ пошли все птицы планеты. Так что динозавры не вымерли полностью.
И раз уж зашла речь, как звучал тираннозавр? Точно не так, как в кино. Тот оглушительный рев с распахнутой пастью – выдумка. По его ближайшей родне, птицам и крокодилам, ученые считают, T-Rex, скорее всего, издавал низкий гул с закрытым ртом, как страус или голубь, только в чудовищном масштабе. Пока на суше правили динозавры, моря захватили рептилии, вернувшиеся в воду. Ихтиозавры, похожие на дельфинов, гигантские мозазавры и среди них офтальмозавр, глазастый ящер. Его глаз был размером с тарелку, 10 сантиметров. Такие глаза ловят последний свет на огромной глубине. Офтальмозавр нырял на 600 метров, во тьму, куда не совался никто другой, и охотился там в одиночестве. Пока динозавры держали сушу, а ящеры море, небо захватили птерозавры. И среди них были настоящие исполины. Кецалькоатль – крупнейшее летающее существо в истории. Размах крыльев – 10-11 метров, как у небольшого самолета. Стоя на земле, он был ростом с жирафа и мог заглянуть в окно второго этажа. И при этом летал, отталкиваясь от земли всеми 4 конечностями, как прыгун с шестом. Представьте такую тень, скользящую по равнине. Небо мезозоя было не менее грозным, чем его земля. В меловом периоде случилась тихая революция, появились цветы. А вместе с ними в теплых морях расплодился крошечный планктон в известковых панцирях. И вот 2 обещания из начала фильма. Когда этот планктон умирал, его панцири слой за слоем оседали на дно. За миллионы лет из них сложились целые горы мела. Тот самый школьный мел – это спрессованные тела морских существ, умерших 100 миллионов лет назад. А там, где на дне гнили без кислорода триллионы планктонных тел, рождалось другое – нефть. Не динозавры, как принято думать, а микроскопический планктон. Каждый раз, заправляя машину, вы сжигаете древнее море. 66 миллионов лет назад с неба пришел конец. Астероид размером с гору, 10-15 километров поперек, врезался в землю у полуострова Юкатан. Энергия удара, как 5-10 миллиардов бомб, сброшенных на Хиросиму, одномоментно. Кратер 180 километров. Леса вспыхнули на 1000 километров вокруг. В небо поднялась стена пыли и сажи, заслонившая солнце. Наступила ядерная зима, холод и тьма на годы. Растения гибли, за ними травоядные, за ними хищники. Но астероид, возможно, не был единственным убийцей. На другом конце Земли, в Индии, уже сотни тысяч лет извергались диканские траппы, колоссальные вулканы, отравлявшие климат. Планета уже была больна, когда прилетел астероид. Что стало решающим ударом, спор не утихает. Скорее всего, роковое совпадение. Больную планету добил удар из космоса. Так или иначе, не птичьи динозавры исчезли все, а с ними 3/4 всех видов на Земле. Пока правили динозавры, млекопитающие 150 миллионов лет прятались в тени, мелкие, ночные, незаметные. Они пережили астероид именно потому, что были маленькими и неприхотливыми. И теперь мир принадлежал им. На опустевшей планете, среди свободных мест, млекопитающие рванули в рост и разнообразие. За считанные миллионы лет из зверьков размером с мышь произошли хищники, копытные приматы и предки китов, что только начинали уходить обратно в море. Долгое ожидание в тени окупилось сполна, а Земля продолжала перекраивать саму себя. Около 50 миллионов лет назад Индия, дрейфуя, врезалась в Азию. И от удара 2 материков вверх полезли Гималаи, высочайшие горы планеты. И это не просто красивые вершины. С их ледников стекают великие реки – Ганг, Инд, Брахмапутра. Сегодня они поят и кормят сотни миллионов людей. Древнее столкновение континентов решает, где сегодня живут целые цивилизации. Прошлое планеты – это ваше настоящее. Млекопитающие не только заняли мир, они стали огромными. Самое крупное сухопутное млекопитающее в истории – индрикотирий, безрогий носорог. В холке почти 5 метров, а голову на длинной шее поднимал на 7. Современный носорог прошел бы у него под брюхом, не нагибаясь. Человек с трудом дотянулся бы ему до колена. Эпоха гигантов на суше только начиналась, а в океане в это время появлялся монстр, по сравнению с которым меркли все.
Мегалодон – самая большая акула, когда-либо жившая. Долго ее рисовали как раздутую белую акулу. Но новые исследования 2025 года изменили картину. До 24 метров в длину, но тело стройное, вытянутое, как у гигантской торпеды. Не белая акула-переросток, а нечто более стройное, ближе по сложению к лимонной акуле. Зубы с человеческую ладонь, добыча – киты. Это был абсолютный хозяин океана. На суше тем временем бродили мамонты, мастодонты, гигантские ленивцы. Планета вступила в эпоху великанов. В азиатских лесах жил гигантопитек, обезьяна под 3 метра ростом, но вопреки образу прямоходящего Кинг-Конга, передвигавшаяся на 4 конечностях, как горилла. В Австралии – дипротодон, сумчатая размером с носорога. По северу брели шерстистые мамонты. И именно тогда на сцену вышли мы. Несколько миллионов лет назад в Африке появились наши предки – австралопитеки, потом первые люди – хомо. Они встали на 2 ноги, взяли камень, приручили огонь. Кожа первых людей была темной, защита от палящего африканского солнца. Светлая кожа северных народов появится лишь десятки тысяч лет спустя, когда люди уйдут далеко от экватора. А около 300 тысяч лет назад появился Homo sapiens – мы с вами. Не самые сильные, не самые быстрые, но единственные, кто научился задавать вопрос «А что было до меня?». Мы – последнее звено длиннейшей цепи. На Земле жило 57 видов крупных травоядных тяжелее тонны. Сегодня осталось 11. И вымирали они не случайно. Их закат совпадает не с климатом, а с маршрутами расселения человека. Куда приходили люди, там вскоре исчезали гиганты. Австралия, обе Америки – острова. Но главный ее итог тревожен. Впервые в истории планеты вымирание устраивал не астероид и не вулкан. Его устраивал один единственный вид – мы. Отойдем назад и посмотрим на всю историю целиком. И увидим ритм. Жизнь не растет ровно, она пульсирует. Разнообразие нарастает. Потом катастрофа сметает почти все. Потом из выживших вырастает новый, еще более сложный мир. И снова. 5 раз за последние 500 миллиарда лет жизнь подходила к самому краю. 5 великих вымираний. Ордоикская планету сковал лед. Погибло около 86% видов. Девонская задохнулись моря, минус 75%. Пермская, то самое сибирская, 96% морской жизни. Триасовая, вулканы расчистили дорогу динозаврам. И мелпалеогеновая, астероид, конец динозавров. 5 ударов, 5 раз жизнь почти кончилась. И 5 раз вернулась. Каждый раз иной, каждый раз сложнее. А теперь самое важное. Прямо сейчас идет 6-е. Виды исчезают сегодня в сотни раз быстрее, чем спокойные эпохи. Под угрозой 40% земноводных, четверть всех млекопитающих. Ученые прямо называют это 6-м массовым вымиранием. Но одно отличие от прошлых 5 решающее. Те устроили лед, вулканы, астероид, слепые силы природы. Это устраиваем мы. Впервые катастрофа такого масштаба – дело рук одного вида. А значит, впервые у катастрофы есть тот, кто способен ее остановить. Вот и вся история. 4,5 миллиарда лет. От слизистой пленки на дне кислого моря до существа, которое способно оглянуться на этот путь и понять его. А что же будет в следующей главе? Это зависит только от нас. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить еще больше интересных видео про нашу планету. А мы не прощаемся. До скорой встречи на Ноэо Планет.